Итак, всем привет, любители путешествий. Ну что ж, а мы с вами начинаем новый сезон из Турции, начинаем сезон из Кемера. И сегодня у нас в первом выпуске будет самый популярный, самый тусовочный, самый развратный отель. Отель называется Аздем Парк, в котором творится полное мракобесие. Ну плюс, разумеется, мы с вами сегодня сгоняем и на экскурсии, будет много всего интересного. Поэтому вы, как всегда, подписывайтесь, если еще не подписаны. Ну и погнали смотреть яркую, сочную серию про Кемер, про Турцию на канале Блог Путешественника. Друзья, ну что ж, добро пожаловать в Кемер, один из самых популярных курортов турецкого Средиземноморья, который расположен в провинции Анталия, в 42 километрах южнее самого города Анталия и расположен у подножья Таврских гор. Воздух в Кемере пропитан хвоей и морем. Для посещения Турции для российских туристов виза не нужна, просто ставят штамп по прилету и можно находиться в стране до 60 дней. Итак, друзья, ну что ж, всем добро пожаловать в Турцию, добро пожаловать в Кемер, добро пожаловать в новый сезон. И в этом сезоне у нас с вами будет много различных отелей. Сегодня у нас выпуск про Аздем Парк, плюс экскурсии, плюс покажу цены в Турции, как сейчас выглядят пляжи и много всего будет интересного. Так что мы сейчас с вами сразу с пылу, с жару идем на пляж. Здесь вокруг такая красота, посмотрите, как это все красивенько, зелененькая. С левой стороны у нас море, пальмочки. Да, ну а сегодня мы с вами в выпуске будем смотреть отель Аздем Парк. Самый развратный, самый тусовочный отель, наверное, во всей Турции. Ну, как минимум, точно в Кемере. Я давно в этот отель хотел попасть. Вот, наконец в него заселился. И будем сегодня смотреть, что же из себя представляет самый развратный, тусовочный. Это что-то с чем-то, для того, чтобы вы понимали вкратце, что это такое. Наши девушки приезжают туда, чтобы снимать турков. Точнее, турки приезжают туда, чтобы снимать наших девчонок. Иностранцев туда не заселяют. Одному туда заселиться практически невозможно. Турки туда заселяются, а иностранцы, то есть россияне, там, белорусы и прочие, туда не заселится один мужчина. Но турки компаниями просто заезжают и... Что там творится, мы сегодня с вами увидим в выпуске. Так, ну а мы с вами сейчас пойдем, давай, с вами на пляж, центральный пляж Кемера. Здесь находится и общественный пляж, и чуть левее как раз шезлонги нашего отеля. Сейчас туда пройдем, как раз, чтобы вы понимали, сколько людей в Турции. Людей меньше стало, потому что цены в Турцию, конечно, конские. Мы с вами прогуляемся по улочкам, я покажу цены на еду, сколько стоит. Ну, скажу так вкратце, что в Европе дешевле, чем в Турции, в кафешках, да и отели уже тоже пипец сколько стоит дешевле на Мальдивы, чем в пятерку слетать. Это абсолютно точно. Ну вот у нас с вами центральный общественный пляж, где тут лежит кто-то на полотенчиках. Слева шезлонги стоят по 200 лир, то есть это $5. Пожалуйста, слушайте, куча свободного места, ложись, я не хочу, хоть справа, хоть слева, вон на полотенчика ложишься, шезлонги тоже пустуют. Вот, людей не так много, хотя разгар сезона, сезон уже вовсю. Вот, людей никого нет, 11 часов. То есть в прошлые года здесь гораздо больше людей было. Все, я думаю, связано с ценами. Вот, потому что, говорю, европейцы сюда уже не едут, немцы сюда не едут, потому что, говорят, в Европе нам дешевле отдыхать, чем в Турции стало. Да, ну женщины здесь услышали, что сказал, что пустой пляж, говорят, приди сюда в 5 часов. Мы с вами сюда придем в 5 часов, но я помню в прошлые года, сколько здесь было людей в 11 часов. Мы сейчас с вами выходим примерно 11 часов, людей, ну, честно говоря, по прошлым годам, надо сказать, что гораздо меньше. Вот, я вам сейчас покажу и отель, и номер свой, где я живу, скажу, сколько все это дело стоит. Вот, ну, после Азии просто, конечно, глаза на лоб вылезают от тех цен, которые сейчас в Турции. Так, ну а мы сейчас с вами подходим к нашим лежакам, шезлонгам. Вот где музыка играет, это, собственно, и наши уже шезлонги. Вот они синенькие, вот такие. Самая движуха. Здесь будет еще, кстати, пенная вечеринка чуть попозже. Мы с вами на нее обязательно сходим. Вот это все зона Аздема. Под этими навесиками можно прилечь. Вот, сейчас, ну, слушайте, 11 часов, ну, людей, видите, все отсыпаются после вчерашней движухи, я думаю.
Сейчас мы с вами искупаемся. Вот минус, кстати, большой Аздама, что здесь нет никакого понтона, чтобы зайти по нему. Вот справа нужно идти, там бесплатная зона, по нему можно пойти. Опять же, пляж галечный, кто не знает, в Кемере это галька, по ней больно ходить. Ну, она такая мелкая. Ну, блин, это, чтобы вы понимали, это ногам очень больно. Галька здесь болючая. Ну и, разумеется, как всегда, как на ладони, красивые горы. Пейзажи, конечно, крутые в Кемере. Не, что не говори. И водичка прозрачнейшая. Сейчас будем раздеваться и пойдем покупаемся. Кемер – это один из самых популярных курортов турецкого Средиземноморья. Он подходит для тех, кто ищет пляжный отдых среди высоких гор и кристально чистой воды. Все пляжи в Кемере преимущественно галечные, но у некоторых отелей есть пляжи с привозным песком. Кемер окружен сосновыми лесами, оливковыми рощами и цитрусовыми садами, а главное, почти из любой точки курорта видны величественные горы. Больше таких пейзажей в Турции нигде нет. В Алании, в Сиде, в Мармарисе, в Бодруме горы намного ниже. Но Кемер — это не только живописные пляжи, но и возможность окунуться в историю. В нескольких минутах езды от Кемера расположен древний город Фазелис, основанный в 7 веке до нашей эры. А через окрестности Кемера проходит самая длинная в мире пешая тропа – Ликийская тропа, которая повторяет древний торговый путь ликийцев и составляет 760 километров и проходит от Фетхие до Анталии. Так, ну, попробую сделать трюк, смертельный номер, зайти босиком по этой гальке. Насколько это будет сейчас больно. Я вообще обычно захожу вот с понтонов, которые вот там справа. Ну, ничего не мешает, собственно, туда отойти. Так, ну-ка, пойдем. Ой, а слушайте, да более или менее вроде как бы даже и норм. Короче, захожу. Ладно. Не, чуть-чуть больно. Но, кстати, выходить больнее, чем заходить, потому что ноги распариваются, размокают и больнее гораздо заходить. Так, ну а водичка здесь, смотрите, какая. Огонь, да, вон там приветы передают. Так, водичка прозрачнейшая, огонь, не холодная. То есть, ну, опять же, сезон уже там 26 где-то градусов она, наверное. Опять же, не Таиланд, не Вьетнам, не парное молоко. Но вот как раз освежиться в такую жару, это самое то. И главное, что на фоне есть у нас потрясающие горы. Ай, блин. Ну... Блин, ребята, Кемер не меняется, Кемер остается таким же красивым. Мне больше всего, наверное, нравится по пейзажам, ну, за исключением Алюдениза, наверное. Алюдениз круче, чем Кемер, вот, но Кемер мне больше нравится, там, чем Алания, чем Мармарис, чем всякие Бодрумы и прочее. Здесь, ну, опять же, смотришь туда вдаль, вокруг горы высокие, огромные, водичка прозрачнейшая. Огонь, опять же, из-за того, что галька, вода прозрачная, ничего не взбаламучивается, все шикарно. О, не, водичка прям топчик. Слушайте, я вот смотрю вообще вокруг, людей мизер. Ну, кто там рассказывает, что людей много? Да, в 5 часов будет больше людей гораздо, чем сейчас. Но мне кажется, в прошлые года было, ну, гораздо больше людей. Причем Аздам Парк, в котором я сейчас живу, это самый популярный отель. Вы видели, вот сколько людей в самом популярном отеле в Кемере. Ну, человек, ну, много людей, конечно. Опять же, не пустой пляж, но людей не так много, как было в прошлых годах, мне кажется. Опять же, отдых в Турции стал пипец каким дорогим. И я, наконец, думаю, турки одумаются, потому что цена Турции уже сравнялась с отдыхом на Мальдивах и на Сейшелах. В хороших пятерках цена отдыха в Турции, как на Мальдивах и на Сейшелах, абсолютно точно. 100% вам говорю, заявляю, проверено. Вот, поэтому... Слушайте, подтверждаю, что выходить гораздо больнее, чем заходить. Ноги мокнут, распариваются, судя по всему, и чувствительные более становятся, и вылезать больнее. Блин, ну жалко, что нету там вот таких понтончиков, которые вот там спускаешься. Какого фига? Могли бы тоже здесь в четверке сделать такой бы заход. Вот, ну все, вылезаем и пойдем с вами смотреть уже непосредственно отель.
Давайте покажу вам воду. Смотрите, как сверху все это дело выглядит. И опять же, ну, горы, горы, горы. Что ни говори, то, ну, в Кемере однозначно горы это прям топчик. Вот виды прям бомбиссимо. Так что пишите в комментариях, кто вот, кстати, что любит в Турции: Аланию, Кемер, там, может быть, Мармарис, может быть, Бодрум, может быть, еще что-то. Какие у вас любимые регионы в Турции? Может быть, там Каш какой-нибудь, может быть, Алюденис или еще что-то. Вот напишите, интересно будет почитать. Я люблю, наверное, Кемер, и Алюденис самый лучший с точки зрения там пляжного отдыха, но он далеко, неудобно ехать. Я там был всего один раз, но по природе прям топчик-топчик. А из попсы, из такой, мне кажется, вот Кемер самый оптимальный. Мне он, наверное, больше нравится, чем Алания. Хотя кто-то вот Аланию любит, кто-то любит Сиде. Вот напишите в комментариях, что любите вы. Да, ну и давайте сейчас покажу, как я приезжал в Турцию не без приключений. И скажу так, что, наверное, самый нервный мой перелет вообще во всей жизни, во всей моей путешественнической карьере. Потому что можете себе представить, вы покупаете билеты. Я купил билеты на самолет Ютейром. Должен был лететь Ютейром. Прохожу регистрацию за 24 часа до вылета, все нормально, все проходит. Я зарегистрирован на рейс, и за несколько часов до вылета пишут смс-ку: ваш рейс изменен, вы летите победой, добро пожаловать, ребят. То есть, понимаете, я купил билеты Ютейром, а лечу в итоге бюджетной авиакомпанией Победой, в которой, разумеется, моя ручная кладь не проходит. И мне еще пришлось доплачивать 5500 рублей за то, что я провожу неподходящую в калибратор рюкзак свой. Плюс я приехал, еще Яндекс не приехал. Я заказал его, оплатил, деньги списали, $50 списали. И таксист начал поездку еще до того, как приехал, списал деньги. Ну, короче, было очень интересно. Давайте на минутку вставочку сделаю, как я приезжал в Кемер. Друзья, а вы знали, что вы могли купить билеты на Аэрофлот, а полететь на Победе? Вот у меня такая же история. Я покупал билеты в Ютейр. Должен был лететь сегодня рейсом Ютейр. Его не отменили, но мне прислали смс о том, что у вас замена рейса на Победу. И я в шоке. Ребята, чтобы вы понимали, я купил билеты на Ютейр, а лечу Победа. Я уже прошел регистрацию. Это как вообще за день до вылета? У кого такое было, пишите в комментариях. Я сколько летаю, вообще впервые такое слышу. Сами на регистрации люди тоже в шоке. Это Ютейр, это как вообще такое возможно? То есть ты покупаешь билет, там, не знаю, на комфорт или комфорт плюс, а тебя пересаживают в эконом. Это вообще шок какой-то. Короче, пишите, у кого такое было. Да, друзья, у меня сегодня просто нервный прилет в Турцию. Это просто шок. Сейчас у меня проблема с такси. Заказал в Яндекс Такси. Некоторые блогеры начали рекламировать то, что в Анталии заработало Яндекс Такси. Заказал себе такси, деньги списали, таксист не приехал, нигде его нет. На карте тыкаешь, ничего не работает, денег нет, таксиста нет. Звоним ему, никто трубку там не берет. Короче, $50 списали просто так. Это одно. Плюс я сюда прилетел, должен был прилететь Ютейром, но за сутки до вылета, даже меньше, мне прислали смс-ку: извините, мы вас пересаживаем на другой рейс. Знаете, на какой? На Победу. И, короче, летел еще и Победой. Там заплатил штраф за ручную кладь свою. То есть она не проходит, мой багаж не проходил по нормам Победы. Это логично. Это жесть. Там заплатил 5000, здесь, получается, 5000 списали. Короче, какая-то... Просто я на нервах, на нереальных. Короче, блин, я жду сейчас, когда мне ответят в поддержке, вернут ли мне деньги или не вернут, но это жесть какая-то. Поездка сейчас в Турцию у меня на таких нервах никогда такого не было. Итак, ребята, ну что, а теперь сюрприз, на чем я еду. И знаете, за сколько? За $40. За $40 один в таком лимузине. 60. Говорит, нормали $60. 60 минимум нормали. А я за 40 здесь еду. Какой Яндекс, ребята, какой Яндекс вышел, короче, ну нервы мне Яндекс, конечно, потрепал. Это пипец, я даже не знаю, что, у меня интернета сейчас нет, буду с ними списываться, чтобы они вернули мне деньги, потому что им 50 там долларов, здесь еще сколько-то, и плюс еще, говорю, перелет, ну ладно. Вот надо было сразу сюда садиться и вот так вот ехать, так что имейте в виду, что вы ходите и никаким Яндексом не пользуетесь. Сегодня еще какой-то выпуск прям с антирекламой всем, и Ютейру не зачет, и Яндексу не зачет, ну все по факту, ребята, как есть, так оно есть. Вот, все вам показываю.
Так, ну а сейчас давайте с вами пойдем, посмотрим, как выглядит, наконец, отель. Все, переходим здесь через дорогу, то есть пляж находится через дорогу от отеля. Вот буквально 1 минуту туда идти. Все, вот у нас вход в отель. Здесь у нас с вами лобби. Здесь можно посидеть, здесь бесплатный интернет есть. Вот в номерах, там на остальной территории интернет платный, поэтому здесь многие сидят. Кстати, кондиционеры не работают. Вот, казалось бы, можно было бы под кондиционером посидеть, но нет. Вот, проходим и заходим. У нас здесь первый бассейн. Здесь, чтобы понимали, несколько корпусов, несколько бассейнов. Отель большой. Туда дальше мы... Я живу в другом корпусе. Можно жить, кстати, вот в этом корпусе. Почему-то он считается более дорогим и престижным. Хотя, мне кажется, здесь постоянно шум, гам, музыка. Так, ну, ключевая фишка вообще Азден парка — это тусовки, движуха. Молодежь сюда приезжает, все лежат вот на бассейне, здесь кто-то что-то попивает. Вот. Ну и фишка — это, разумеется, съем турками наших девчонок. Сюда наши девчонки приезжают именно вот за этим. То есть это фишка, наверное, ключевая этого отеля, чтобы познакомиться, потусить, зажечь и так далее. То есть вот такой атмосферы в других отелях Кемера нет. Поэтому если вы сюда планируете приехать с семейным отдыхом, то это вообще не про этот отель. На удивление сюда приезжают там с детьми, родители и так далее. В этот отель вообще не рекомендую рассматривать. Это только для молодежи, и если потусить, зажечь, и особенно если вы девушка. Так, вон, нам что-то хотят передать здесь. Так, что, если что, девушка хочет, так, что девушка хочет передать, привет, передать, да? Сказать, что только 18 плюс сюда. Вот, я про это и говорю. И 60 минус, пожалуйста. Хорошо, передадим. Так, что у вас какие впечатления? Тоже, да, подтверждаете? Да? Жующий рот. Безлимый очень вкусная. Ну, нормально. Нормально, короче, все, зажигаем. Я говорю, молодежный, не семейный, сюда с детьми вообще ни в коем случае не приезжайте. Вот ни в коем случае. Вот молодежь зажигает, отдыхает, купается, знакомится и так далее. Короче, для такого формата отдыха именно рассматривайте этот отель. Так, и здесь у нас проходит на бассейне водное поло. Слушайте, во всем в разгаре водное поло. Джек Воробей судья, да? Судья? Да. И чтобы понимали, блин, вообще классный аниматор, супер. Вообще, Джек Воробей, ты супер. Похож? Есть. На Джонни Деппа очень похож. Так, ну что, у нас здесь движуха, музычка играет, все лежат, что-то, опять же, вот движуха каждый там полчаса, каждый час, какая-то анимация, то дартс, то водное поло, то еще что-то, в общем, заняться есть чем в отеле. Так, девчонки здесь, я рассказываю, какой классный отель, который объединяет всех людей, и сюда приезжают не один год, да? Олесь, да? Да? Классный отель вообще. Приедешь? Ты приедешь еще, кстати, сюда? Вот по-честному скажи. Да. По-честному приедешь. Уже забронировала. Уже забронировала тур. Не, огонь. Я говорю, сейчас пенная вечеринка еще будет. Сейчас будет движуха. Вообще, что-то Олеся какая-то грустная. Да, спать хочется. Спать хочется? Потому что кто-то до 6 утра тусил, да, в ауре там. Вот. Какой лучший клуб? Да, какой лучший клуб, скажи? Честно, вот признайся. Ты говорила Аура, нет? Нет, Инферно. Уже... Погодите, она мне говорила, что Аура лучший клуб, теперь уже Инферно. Погоди, определись. Инферно. Инферно лучший клуб. Все, так, запомнили. Мотаем на ус. Так, здесь проходит анимация рядом с бассейном. Собственно, в дартс играют девчонки здесь и мальчишки. Так, кто проигрывает, тому бьют по попе, а девушки танцуют. Сейчас будут танцы, судя по всему. Так. Не попало, значит будут танцы. Так, ну а отель недаром молодежный, тусовочный. У нас сейчас и в самом отеле тоже будет проходить пенная дискотека. Уже поставили пушку, он уже наготове. Сейчас будет заряжать, будет пенная вечеринка. И на пляже пенные вечеринки, и у бассейна пенные вечеринки. Ну, короче говорю, для тех, кто хочет там поразвлекаться, потусить,
познакомиться. Здесь, короче, все приезжают, парни парнями, он приезжают, девчонки девчонками, и все друг с другом знакомятся. Компании здесь под конец отдыха образовываются пипец какие. Люди сюда ездят не один год, не два, не три, там 10 лет люди подряд сюда приезжают. Говорят, типа, у нас прям уже это какая-то традиция такая приезжать. Поэтому отель объединяет. Так, ну, собственно, кто-то чилит, видите, на бассейне, кто-то лежит там на шезлонгах, кто-то сейчас на море. Мимо здесь вот проходим, и здесь проходят как раз завтраки, обеды, ужины зона. Сейчас она уже закрыта. Здесь как бы несколько секций, где можно посидеть, поесть. И справа, и слева. Ну, мы сейчас с вами давайте пройдем в мой корпус. Я покажу, как выглядит, собственно, мой номер, сколько стоит пожить в этом отеле. Сейчас все узнаете. Так, ну и здесь уже начинается другая зона с другими бассейнами, с другими корпусами. Это тоже все у нас Аздам. Здесь еще есть и аквагорки для детей. Собственно, можно покупаться. Тут еще один бар есть. Здесь даже целых два бассейна вот в этой части. Здесь такой бассейн. Дальше проходим, там еще будет один бассейн. И вот как раз вот в одном из этих корпусов я живу. Да, если у другого бассейна все тусят и приезжают на грядки, слово, букву Г нужно в грядках заменить на Б, то здесь есть два бассейна, где можно с детьми хотя бы отдохнуть. Здесь горки есть. Здесь более какой-то семейный формат. Ну, чтобы понимали, вот на главном бассейне, где я вам показывал, там реально девчонки просто сидят и ждут турков, когда они подсядут. Ну, они и здесь могут подсесть там и так далее. Попробуйте сюда уйти, все равно они здесь вас тоже догонят. Вот, но здесь хотя бы зона такая более-менее семейная. И так далее. Несмотря на то, что был недавно завтрак, здесь вон еще есть снэк-бар. Давайте посмотрим, что здесь дают нас. Арбузы. Здесь какие-то пиццы, мини-пиццы. Тоже мини-пиццы, гамбургеры. Здесь тоже гамбургеры, всякие помидорки. Главное, что здесь есть арбузы. Вон сколько здесь арбузов. Можно набрать арбузов. Ну и плюс барная стойка. Вон вот такая пицца. Ну-ка, давайте сами задегустируем сразу. Горяченькая, с сыром. Ну-ка. Слушайте, 24 на... Не 24 на 7. Короче, с утра до вечера можно есть, но бары перестают работать в 11 часов вечера. Все закрывается, поэтому не 24 на 7. Но когда даже обеда нет, ужина нет, завтрака нет, можно зайти во всякие снэк-бары, поесть всякие пиццы. Да, ну а главное, помимо пиц, можно здесь взять вот так вот арбузики. Куча, целая гора арбузов. Набираешь и прям охлаждаешься. Прям огонь. Ну-ка. Слушайте, в плане еды, короче, нареканий к отелю в принципе нет. На обеде, особенно на ужинах хорошо кормят. Всякие перекусы. Но сейчас мы с вами зайдем на барную стойку. Главный минус отеля, наверное. Алкоголь вообще полностью разбавленный. Вот, ну, опять же, все увидим с вами на ужинах и на обедах. Я покажу, какие минусы здесь тоже есть. Вот, но в барной стойке алкоголь вообще никакой. Можно вино. Белое вино. Да, одно со льдом. Вот, ну, потому что все остальное, вот давайте покажу, как выглядит, собственно, там это. Бутылки какие-то там. Что это у нас? А как виски выглядит? Виски. Есть виски. Вон виски. Видите, вот, ну, да, вот такой виски. Вот, поэтому из всего из этого самое
пивабельное это винишко. Потому что, ну, вы видели, там миндаль нарисован, это вообще даже не виски, это просто ликер. Поэтому из того, что здесь наливают, самое нормальное это хотя бы более или менее это белое вино и раки, но их можно только получить в основном баре, который открывается обед и ужин. Здесь не наливают, поэтому ну только винишко приходится пить. Пиво разбавленное, ром, виски, джин это не настоящие, они все там градусов 10 от силы. Это просто какие-то ликерные напитки, даже на бутылках не написано, что это виски или что это даже ром. Вот, поэтому ну приходится пить вино. Вино более-менее нормальное, не разбавленное. Так, ну а номер выглядит следующим образом. Я живу в блоке D на 3-м этаже. Сейчас выйдем с вами на балкон. Здесь есть балкон, красивый вид открывается. Есть такая просторная большая кровать, вполне комфортно спать. Есть кондиционер, хорошо охлаждает, несмотря на то, что это получается этаж, наверное, последней крыши вот так вот идет. Не все нормально. Кондиционер справляется со своей работой. Так, что у нас здесь есть? Холодильник, есть телевизор, есть такой столик. Есть куда вещи положить, шкафчики различные, телевизор, российские каналы что-то там показывает, ТНТ, что-то еще там есть, там еще один шкафчик есть, столик вот такой, там тумбочка прикроватная. Вот интернета в номере бесплатного нет, нужно покупать на ресепшене на одно устройство $1. Вот я еще не брал, не знаю, вот как он работает. Люди некоторые жалуются, что даже платный интернет плохо работает, поэтому купите, если будете заселяться хотя бы на один день, чтобы потестировать. Вот, ну и выходим, здесь такой балкончик с невероятными видами. Смотрите, выходим, и здесь у нас с вами открываются виды на горы. Красота, слушайте, ну вид это топовый, кстати, лучший, наверное, который у меня был. Прям все горы как на ладони. Внизу бассейн, и здесь такой просторный балкончик. Вот можно присесть, что-нибудь да выпить. Стульчик, правда, один почему-то, кстати, непонятно. Вот, это должно быть 2 стульчика, столик бы еще поставили. Вот, ну и любуешься такой красотой. В принципе, к этому номеру вопросов нет. Здесь у Аздема, соответственно, это корпус Аздема. Вон там дальний, вот туда, там это еще один корпус. И вот эти двухэтажные, это тоже корпуса Аздема. Поэтому, когда вы будете заселяться, у вас будет, получается, варианта 3 варианта, в каких корпусах жить. Вот, я живу, собственно, в корпусе D. Вот, так что выглядит он таким образом. Пишите в комментариях, как вам такие виды из номера. Так, ну а сейчас давайте покажу, как выглядит комната счастья и радости. Заходим, все вполне свеженькое, плиточка свежая, новая, есть всякие мыльно-рыльные принадлежности, тут даже шапочки всякие шампуни, гели, есть фен, есть, собственно, душ, но душ, кстати, без шланга. Вот, он только в таком формате, когда сверху течет, я не очень такое люблю, ну окей, ладно. Горячая вода, разумеется, все это есть такой парящий толчок, смотрите, он даже не закреплен на земле. И, опять же, к вопросу о мусульманских странах, что здесь должны быть обязательно споласкиватели для ног. Нет, споласкиватель для ног здесь, на удивление, нет. Я уже объяснял, что в Турции, в Кемере галька, поэтому здесь не устанавливают споласкиватели для ног. Вот мы в нескольких разных отелях поживем, посмотрим, пока, видите, нет никакого споласкивателя. Да, ну а главный вопрос, сколько стоит такой номер, сколько стоит такой отель, все включено. Итак, на 2 человек он стоит $100, на 1 человека он стоит $90. Вот, но поскольку одному жить здесь нельзя, одному мужчине, 2 мужчинам, 3 мужчинам, из-за границы нельзя. Туркам можно жить. Турк может жить 1, 2, 10 штук в одном номере. Проблем нет. Поэтому отели позиционируются для съема наших девушек турками. Турков они заселяют, одиночек. А мужчины из-за границы, из России, из Белоруссии, там, с Украины, из Казахстана сюда никто не заселится. Отказы идут, поэтому мне пришлось покупать как за 2. Но благо разница всего $10 за 1 ночь. Вот, поэтому я сюда заселился как вдвоем с девушкой, но, видите, живу один. Поэтому здесь вот такой определенный лайфхак.
В общем, номер стоит, отель стоит $100 в сутки. Дорого это или нет, по-моему, пипец как дорого. Вот. Но пишите в комментариях, как вы считаете, дорогая цена, высокая цена или нормально. Да, друзья, ну а все сервисы, с помощью которых я бронирую себе и перелеты, и туры, и гостиницы, и страховки, все лично, чем я пользуюсь в путешествиях, все есть по ссылочкам в описании. Так что переходите, бронируйте, я там оставляю промокоды, на туры скидка до 6000 рублей, вы можете сэкономить, собственно, вот приехав в этот отель, 6000 рублей. Собственно, сам там и бронировал себе этот отель. Так что переходите, ссылочки в описании, бронируйте. Так, ну а сейчас давайте пойдем посмотрим, как выглядят обеды в отеле. Проблема, конечно, здесь с местами. Присесть даже вообще в принципе негде. Так, ну давайте посмотрим, что у нас здесь дают. Слева у нас барная стойка, где наливают. Здесь там всякие жареные курочки, жареная рыба, тоже жареное мясо какое-то здесь. Так, здесь там всякие макарошки. Такой же вон зона с макаронами. Здесь всякий рис. Плюс карри, кстати, здесь дают, иногда карри бывает. Так, это какие-то овощи в чем-то. Это у нас здесь тоже курица какая-то в чем-то. Здесь тоже картошка, рыбка. Здесь рыбу можно. Это какое? Дорадо? Дорадо? Дорадо. Так, рыбка дорадо. Здесь вот тоже всякие мясные блюда. Здесь тоже он мясное. Здесь сладкий уголок, как всегда. Он всякие сладости, пахлава. Тоже всякие тортики. Здесь всякие соленья, что-то здесь маринованное и прочее, короче, дофига тоже всего. Выбор большой, но, слушайте, проблема в том, что все столы заняты. Я вот пришел, я даже присесть не могу. То есть, смотрите, все столы. Слева тоже все занято, там справа тоже все занято. Я не знаю, как я даже сейчас сяду. Нужно подождать, чтобы рассосалось все. Плюс всякая там зелень. Тоже зеленушка, помидоры, огурцы, всякие лучок. Ну вот, собственно, мы с вами вот сделали 360 градусов обзор того, что здесь, в принципе, подают. Вот супы тоже всякие есть. Ну и все. А основная проблема, что ты не присядешь, ты не пришел к началу обеда, все, ты не сядешь никуда. В общем, нужно ждать примерно часик еще, чтобы эта вся толпа рассосалась. Что у меня получилось? Вот такой набор. Здесь две таких маленьких дорады, какие-то там что-то с курицей в подливке, плюс овощи, плюс какой-то супец. И только вот в этом баре, соответственно, либо на обеде, либо на ужине наливают крепкий алкоголь. Чтобы вы понимали, на всех остальных барах нет крепкого алкоголя. Там под видом рома, под видом виски, под видом джина наливают слабоалкогольные ликеры. Оно сладкое, вообще даже не похоже ни на виски, ни на ром. Вот, поэтому здесь можно взять хотя бы раки со спрайтом. Раки со спрайтом, раки это 40 градусов, ты разбавляешь со спрайтом, получается хотя бы что-то более-менее алкогольное. Вот такая получается водичка, но наливают только вот здесь на баре, больше нигде не наливают. Вот, ну все, будем сейчас это пробовать. Конечно, формат, ну пипец. Бегать, искать себе место, ну такое себе, конечно, удовольствие. Ну, имейте в виду, что в четверках, в принципе, во многих такой формат. Приходится мириться. Это все-таки не 5 звезд. Но, кстати, они могли бы открыть там запасную секцию. Там тоже столы есть, можно было бы присесть. Она закрыта. Людей некуда посадить. Просто люди ходят, ищут с тарелками место себе куда присесть. Не очень. Минус большой для отеля. Все жалуются вот только на этот формат. Ну, собственно, вариант есть тут внутри сидеть. Там снаружи тоже зона есть. Ну, все столы битком забиты. И здесь тоже под вентиляцию. Здесь самая лучшая зона, наверное, это будет здесь где-то сидеть. Но мест, опять же, нет. Сюда все, разумеется, все забивается, под вентиляторами сидишь. Ну и, кстати, стоит сказать, что внутри кондиционеры не работают. Здесь жарко, здесь жара. Казалось бы, вон они надо мной, кондиционеры должны быть включены, но они выключены. Экономят энергию. Ну и вот еще одна зона, где можно посидеть, здесь с видом на бассейн уже. Ну, опять же, тоже все столы, нафиг заняты. Это жесть какая-то. И вот там есть еще дальше зона, где можно присесть.
но она закрыта почему-то. То есть здесь все занято здесь. Со столами просто огромная проблема. Вот, пожалуйста, смотрите, справа, бери, садись, не хочу, пожалуйста, но она закрыта. Красной линии, там сидит охранник. То есть здесь тоже все занято. Нет, с местами просто абзац какой-то. Вы, ребята, ну как бы заселяете людей, хотя бы столы рассчитайте на это количество людей. Это абзац. А вот что бывает с кошками, которые живут в Турции, на все включено. Вы посмотрите, какой пузатый кот, какой пузатый. Я думал сначала беременная, но походу все-таки ты пузатая. Потому что котлетки лежат, ее подкармливают постоянно. Вон, она уже и есть не хочет, нос воротит, лежит здесь, кругленькая, как шарик просто, уже надулась. Киса, тебе хорошо, наверное, в Турции живется. Таите. Не были мы на ваших Таити, нас и здесь неплохо кормят, да? Итак, друзья, ну а сейчас у нас с вами начинается главная экскурсия, на которую нужно ездить в Кемере. Каждый раз, когда я сюда приезжаю, мы с вами ездим на морские экскурсии. И без этого, мне кажется, отдых в Кемере вообще очень многого лишается. Мы с вами сейчас едем на пиратском кораблике. Здесь вот куча пришвартована. Здесь вот и Медуза есть, там... как он там, Мегастар, мы в прошлом сезоне с вами плавали, а сейчас мы с вами плывем на Монстр. Яхта Монстр, точнее, что-то переименовали, по-другому немножко она стала называться, но это тоже старый, короче, Монстр. Здесь внутри, смотрите, пиратский антураж, практически пираты Карибского моря. Здесь наверху можно прилечь, всякие столики, пуфики, диванчики и так далее. В общем, такая пиратская атмосфера. Сейчас будем уже готовиться, будем сейчас отчаливать. Атмосфера просто огонь. Вокруг у нас горы, как всегда в Кемере. Вокруг у нас пиратские паруса сейчас будут развиваться. Ну, короче, круто. Плюс дискотека, как всегда. Ну, в общем, поехать на денек, расслабиться, поплавать по всяким бухтам. Это вообще самое то, что нужно сделать в Кемере. Говорю, каждый раз, когда приезжаю в Кемер, именно на такие экскурсии регулярно отправляюсь. Так, здесь у нас прям 3 палубы или 4 даже. Он верхняя, я наверху здесь прилег. Здесь можно сидеть за столиками. Здесь есть отдельный бар, соответственно, все это покупается отдельно. Это не включено в стоимость. Вон здесь столики, там еще нижний ярус. Ну, соответственно, будет дискотека, пенная вечеринка еще чуть позже. В общем, я решил в этот раз отправиться на пиратском корабле. Да, друзья, ну а экскурсии, как всегда, я заказываю в Империи туризма по ссылочке в описании. Переходите, не первый сезон, и не второй, и не третий, по-моему, уже 4-й сезон я езжу Империи туризма и в Турции, и в Египте, и в Дубае. Короче, много я с ребятами уже где был, поэтому компанию однозначно рекомендую. Самые лучшие цены, в несколько раз дешевле, чем у туроператоров, поэтому однозначно переходите, все круто, выбор экскурсий, хоть из Кемера, хоть из Алании, хоть из Мармариса, хоть из Сиде, короче, куча вариантов. Где, если будете в Турции, в Египте, в Дубае, к ребятам переходите, бронируйте, ребята проверенные, много лет уже путешествуют, так что Империю туризма рекомендую, переходите. Да, кстати, корабль называется Гонстер, раньше он назывался Монстр, почему-то переименовали в Гонстер. Может быть, запатентованный товарный знак какой-то, я не знаю. По-моему, раньше этот корабль назывался Монстр. И они, причем, и в Алании были, и в Кемере. Но опять же, вот, вы приезжаете, что в Кемер, что в Аланию, это просто первым делом, что нужно брать. Обязательно экскурсии на таких корабликах. Вы видите, здесь их целая куча. Опять же, на сайте Империи туризма вы можете выбрать и Гонстер, и Мегастар, и Медузу. Там, короче, кучу. Все вот эти яхты, которые пришвартованы, на Империи туризма вы можете себе практически заказать. Так, ну а мы под пиратов Карибского моря. Вот это я люблю как раз под эту песенку прям отплываешь и чувствуешь себя Джеком Воробьем. И мы самые первые отплываем. Смотрите, все еще пока пришвартованы. Ну вот тоже пиратский, кстати, прикольный Медуза. И вот наш Гонстер. Так.
бухты. Все, пираты отправляются вперед. Так можно сделать даже фоточки с капитаном. Капитан веселый здесь танцевал. Всем привет, да? Всем привет! Всем привет! Всем ждем вас! Всем. Так, ну атмосфера, как всегда, музычка играет, можно прилечь на пуфиках, можно потанцевать. Сейчас мы только-только вот отчалили. У нас, как всегда, там впереди, по-моему, 3 остановки. Едем там в Фазелис, еще какие-то там 2 остановки обычно. Накупаемся, наплаваемся, говорю, такая релаксовая, никуда не ехать не надо. Прям из порта Кемера отправляешься и наслаждаешься всеми этими видами, атмосферой. Короче, круто, ребят, однозначно. Вот это всем рекомендую. Не напряжно, легко, клевая атмосфера. Так что огонь. Слушайте, я уже покатался на куче разных таких корабликов. И вот, короче, что сказать, что вот на этом пиратском корабле минус есть. Есть определенный плюс, в том, что, ну, атмосфера, разумеется, ты чувствуешь себя пиратом каким-то на таком крутом пиратском корабле. Но здесь минус. Вот сейчас в 12 часов дня настанет, и спрятаться некуда. Тента никакого нет, и в тенечек даже не вниз, то есть спускаться надо. Чтобы полежать, не получится здесь. А вот на Мегастаре, я в прошлом году вам его показывал, там плюс в том, что можно спрятаться в тенек, тенты натянуты, но нет такой атмосферы, понимаете, пиратской. Здесь и пираты Карибского моря и прочее. Поэтому, не знаю, если хотите, может быть, там комфорта, тенек на верхней палубе, то лучше выбирать там Мегастар. А если вот хотите атмосферу, такую пиратскую движуху, то, наверное, вот можно и пиратские кораблики такие рассматривать. Что Медуза, что вот этот Гонгстер, бывший монстр. Вот, так что такая здесь атмосферка, музыка там внизу играет. Все, мы едем уже с вами в первую бухту. Сейчас будет у нас там с вами остановочка на купание. Так, ну что, у нас первая остановка в бухте Клеопатры. Кстати, в Турции, что не курорт, то бухта Клеопатры. То в Алании Клеопатра, то в Мармарисе Клеопатра, и в Кемере Клеопатра. Короче, куча всяких пляжей и бухт Клеопатры. Ну, вы посмотрите, цвет воды, народ уже он поплыл. Это первая остановка. Следующая у нас остановка будет в Фазелисе. Я думаю, что поплаваем с вами в Фазелисе. А здесь вам просто покажу пейзажи и виды. Впереди у нас гора Тахталы. Кстати, туда в следующих выпусках тоже поедем. Я никогда не был на этой горе, а мы с вами в следующих выпусках поднимемся на самый верх, туда вот, видите, какая огромная, самая высокая точка под Кемером. Вот, ну, а народ уже здесь купается. Так, ну, а пока у нас здесь остановка, давайте покажу вообще, как выглядит нижняя палуба, а то музыка играет, здесь записывать нереально было. В общем, у нас 3 палубы, здесь можно заказать себе мороженое. Мороженое стоит 1 шарик 2 евро. На второй палубе продается там алкоголь, можно отдельно все себе купить. В общем, пиво стоит 6 евро. Так, ну давайте с вами спустимся сейчас как раз на барную стоечку. Здесь вот посидеть можно за столиками. Так, здесь, собственно, бар, где можно взять пивасик себе, можно взять ромчик и так далее. Свежевыжатый у нас стоит 0,5 Туборг 6 евро, 0,33 5 евро, 7 евро Карлсберг там и так далее. Ром, стаканчик 50 миллилитров, 70 миллилитров 6 евро. Вот, кола бесплатно, кола, фанта, спрайт и вода бесплатно. Вот. Если что-то алкогольное, то это уже за деньги отдельно. Так, ну что, у нас уже следующая, вторая остановка. Мы остановились в бухте Фазелис. Собственно, сюда, кстати, в бухту Фазелис можно самим приехать на автобусе, погодить по античному там городу, старым руинам и так далее, кому интересно. Но в рамках программы, когда ты едешь на корабликах плавать, здесь ты просто ныряешь. Я занял место для нырков. Так, ну-ка, нырковая секция. Так, хопа, вот так вот. Вот, и здесь у нас, собственно, программа именно поплавать по бухтам,
А кто хочет походить, там можно приехать там, на пикники местные, очень любят турки приезжать, себе стульчики ставят и так далее. Ну а мы сейчас с вами давайте залезем и искупаемся тоже. Слушайте, красота! Не, реально, ребят, это 100% для всех лучшая экскурсия номер один, на которую нужно ездить из Кемера. Прям, ну вы посмотрите, полюбуйтесь, бухточки вас возят. Сейчас у нас будет здесь плюс еще и обед. Такой у нас здесь корабль Дэвид Джонс. Слушайте, это же Дэвид Джонс. Блин, почему они его переименовали в как его? Гонгстер, блин. Что значит слово гонгстер? Я даже не знаю. Был монстр. Может быть, типа ассоциации какие-то плохие со словом монстр стали и решили его переименовать в гонгстер. Тогда переименовали бы его в Дэвид Джонса, например, в Алании тоже такой есть. Ну, сами видите, пейзажи просто бомбисимо. Эту экскурсию рекомендую однозначно. Опа, и попрыгать можно. Слушайте, я смотрю, у нас оказывается 4 палубы все-таки. Раз, два, три, и еще и 4-я даже есть у нашего корабля. Видите, Гонстер. Название такое, впереди Тахталы. Невероятная атмосфера, плаваешь. О, еще один приплывает пиратский корабль. Тоже вдалеке. Не, атмосфера вау. Да, друзья, кстати, не забывайте подписываться на Инстаграм, не забывайте подписываться на Телеграм в первую очередь. Телеграм главный, основной сейчас канал, где в реальном времени выходят сторисы, фотографии, посты и так далее. По ссылочке в описании, по QR-коду подписывайтесь на группу в Телеграме. Там много интересной, полезной информации из путешествий. Ну и, разумеется, на YouTube, надеюсь, все подписаны, потому что там в первую очередь выходят выпуски. Так, ну что у нас? Начинается уже обед, а у нас макароны, там что-то булгур, всякие салатики, капуста, картошка и плюс курочка здесь. Давайте, да, курочку. Давай, курочка. Настоящая турецкая курочка, лучшая. Так, все, накладываем. Так, ну что, собственно, можно набрать себе еды, поесть на верхней палубе, можно внизу под кондиционером там посидеть, поесть. Я вот поднялся наверх здесь, видите, люди еще только себе накладывают. Я же прошаренный, я знаю, что нужно. Как только начинают там уже накладывать, нужно первым стоять в очереди, потому что там, видите, вся лодка, соответственно, весь корабль стоит внизу, там очередь вообще гигантская. Поэтому, если хотите поесть, вставайте пораньше в очередь. Ну, здесь всякие салатики, курочка, булочка, булгур и так далее. Вот, так что все. Всем приятного аппетита. Формат крутой. Мы сейчас здесь кушаем, потом едем еще на одну остановку, и будет у нас с вами пенная вечеринка. Вот ее давайте сейчас как раз и вставлю. Пенная вечеринка — это всегда интересно. Ну, короче, что, внизу там движуха, пенная вечеринка, танцы, атмосфера, говорю, классная, приехать расслабленно, никуда ехать не надо, ни на какие там микроавтобусы, куда-то там еще, просто не напряжно привезли вас на корабль и плаваете полдня, где-то до 3 часов вся движуха эта. Ну, короче, классный формат, весело, интересно, 3 остановки, купаетесь, поэтому пишите, кто был на таких экскурсиях
Скажите, как вам такой формат? Вот, говорю, однозначно, все разы, которые я приезжаю в Турцию, всегда езжу на такие экскурсии. Вот, ну еще раз, империя туризма, где я заказываю все экскурсии, в описании, так что переходите и заказывайте себе тоже любую понравившуюся экскурсию, хоть на корабликах поплавать, хоть там поехать, достопримечательности посмотреть, хоть рафтинги, хоть аквапарки, хоть что угодно. Поэтому все, а мы с вами возвращаемся обратно в Кемер и продолжаем изучать сам Кемер. Так, ну а сейчас мы с вами пройдемся по главной пешей улице Кемера, которая называется Лиман, и специально хочу вам показать вообще цены. Какие цены сейчас в этом сезоне в кафешках, в ресторанах. Ну, самая туристическая улица, понятно, что здесь не самые сейчас будут низкие цены, но примерно давайте с вами прикинем вообще, какая ценовая политика сейчас в Турции. Салат Цезарь, например, 549, 649, 629, ну типа салатики по $15. Если мы берем там пиццу, пицца 699, 599, 649. Опять же, пицца почти $15. Так, давайте найдем какую-нибудь курицу. Вот курица. Куриный шашлык, курица, гриль, 599 лир. Это у нас с вами получается... Слушайте, ну это, блин, больше $15 все. То есть еда, какое-то блюдо, вон вообще... Капитан Морган, курица, кальмары, мидии, что-то такое стоит больше $20. $22. Курица, ребята, это что-то вообще за цены? 699, 699. Стейки, я вообще молчу, 1300 лир. 1300 лир, 1200 лир. Ребята, это $30. Стейк, чтобы вы понимали, вот в такой кафешечке. Ну, разумеется, она, говорю, не самая дешевая. Здесь вечером, кстати, хорошие всякие там шоу-программы. Вот, ну, а на одной кафешке давайте не будем зацикливаться. Сейчас пройдем с вами туда дальше, друзья. Ну, а больше всего меня, конечно, удивляют цены на интернет. Поскольку я блогер, мне нужно много интернета, и посты, и выпуски, и стримы, и прочее. Интернет мне нужен позарез, как нужен. Вот, и цены на интернет просто космос стали. Они каждым годом все выше и выше для туристов. В общем, минимальная туристическая симка стоит $40, на которой будет всего лишь 20 гигабайт. 20 гигабайт за $40. Меньше нет сим-карты. То есть ты хочешь купить там, я не знаю, 10 гигабайт, нельзя. Ты должен купить симку именно туристическую за $40. Если ты местный, то здесь совсем другие тарифы. То есть нужно иметь местный ID. И я вот вижу здесь, видите, типа кажется 399 лир, что-то за $10. Ты не купишь, туристу не продадут эту сим-карту. Здесь тоже что-то вот написано на турецком. Опять же, это тут только туркам продают. Ну, я так понимаю, что вот минимальный тариф для местных это $10. А если ты турист, то минимальный тариф это, соответственно, $40. То есть в 4 раза продают дороже туристам. Если ты турист, то тебя надо хорошенько подоить. Вот так вот. Во всем это в Турции проявляется. Вот, говорю, на Мальдивах интернет дешевле. Извините меня, на Мальдивах, на которые протащить кабель нужно, там, протянуть там вышки, острова, все далеко от материка там и прочее. Турция, кинул кабель, все, он вышку поставил, элементарно все делается. И интернет и дорогущий, и тормозной, и плохо работает. В отелях платный Wi-Fi отдельно еще продают. Ну, короче, на туристах делают деньги только так. Вот пишите в комментариях, что вы думаете о такой системе и о таких ценах. Дорого это или нет. Это, конечно, маркетинг у турков, я в шоке. Но вот смотрите, написано на русском языке. Симка 50 гигабайт, 990 лир. Заходишь внутрь, говорит, а у тебя ID турецкая есть? Если нет, то 1600 лир. Это как вообще понимать? Вот на русском языке же написано. Для кого это написано? Для тех, кто в Турции, что ли, живет, на русском языке пишет. Я, конечно, в шоке, ребята. То есть вывешивают рекламу с одной ценой, а... Ну, то есть, понимаете, вот для местных это будет 50 гигабайт, будет стоить 990. Хотя там еще даже дешевле тарифы есть. Ну, я в шоке еще. Зачем рекламу-то тогда вешать так, с такими ценами? Ну, короче, по поводу интернета я высказался. Вот, но есть альтернативный вариант оформлять eSIM. Я специально оставляю ссылки на 2 сервиса, где можно оформить себе сим-карту eSIM, электронная сим-карта. Вот, там ссылка на сервисы и промокоды
на $5 на оформление, что по одной ссылке, что по другой. Поэтому оформляйте и экономьте в 2 или, по-моему, даже в 3 раза дешевле. eSIM-ка стоит, чем физическая в сотовом официальном салоне. Поэтому, да, ну а вечером здесь будет все подсвечиваться, будет пешая улица, все гуляют здесь. Опять же, здесь просто сувенирная улица, там парфюм продают, что-то шмотки, подделки всякие, полотенчики, вон там сувениры, магнитики, подделки под бренды различные, сумочки и вот несколько кафешечек здесь на этой улице есть. Поэтому, ну, вечерком здесь народ гуляет, но делать особо здесь сильно и нечего. Так, ну давайте глянем еще и вот в этой, в начальной точке кафешки, сколько здесь что стоит. Я каждый сезон, по-моему, записываю как раз цены в этой кафешке. Можно открыть несколько лет назад и сравнить, какие цены были там. Вот, чтобы быть объективным. Кстати, очень удобно вот это записывать. Можно, опять же, блюдо из курицы. 600, блин, слушайте, опять $15 блюдо из курицы. Вот откройте мое видео прошлогоднее, мне кажется, да блин, ну дешевле было. Как может 15 блюд из курицы самые дешевые? Бургеры стоят 430, 430, 490. Ну, короче, бургеры от $10. Блюдо турецкой кухни 690, 720, 780, 820. Ну, короче, под $20. Так, пицца всякая, пицца 460, 480, 490, 490. В общем, это $12 за пиццу. Так, донеры, шаурма, чтобы вы понимали, стоит $10. $10. Говяжий донер 420, куриный донер 380. Как вам такое, Илон Маск? Короче, чтобы вы понимали, самое дешевое блюдо, казалось бы, шаурма стоит $10. Без вида на море, с видом на дорогу, на кольцо. У тебя мимо проезжают машины, никакого лухари, ничего нет. Я молчу, какие цены сейчас будут там в Калисте, в какой-нибудь в Дакапа с видом на море, где будет еще дороже. Да, друзья, ну и отдельная тема, это, конечно, таксисты, которые ключ меньше, чем за 5 евро, в принципе, не вставляют в машину. Даже просто в рамках одного кемера проехать за 1 километр 5 евро просит. А я хотел поехать до соседней деревни Чамьюа. 5 километров, чтобы вы понимали. Знаете, сколько зарядили? $20. $20, мама мия. В общем, таксисты здесь и в прошлые года очень сильно нагревают туристов. И в этом году тоже нагревают. Так, давайте перейдем здесь. Вот просто увидел машины с такси. И вот вам поделиться, что таксисты здесь самые дорогие, наверное. Ну, я не знаю, где. Слушайте, реально, в Дубае таксисты дешевле. Ну, может быть, в Европе там столько стоит. Вот напишите, за 5 километров $20. Это как бы нормально? В какой стране? Может, Швейцария какая-нибудь? Наверное, в Швейцарии столько стоит такси. Вот. Но в Турции, мне кажется, должно немножко подешевле стоить. Не немножко, а раз в 10. Национальная валюта Турции – это турецкая лира, но во многих туристических магазинах цены написаны в долларах и в евро, поэтому деньги даже не обязательно менять. При этом 1 евро обычно равен $1, поэтому выгоднее брать с собой более дешевые доллары. А в магазинах и ресторанах у вас также могут принять доллары или евро, но сдачу дадут в лирах. Стоит напомнить, что в Турции рекордная инфляция уже несколько лет подряд. Цены, можно сказать, меняются не по дням, а по часам. Каждую неделю ценники в кафе перерисовывают, лира постоянно обесценивается. Поэтому те цены, которые я показываю в лирах, уже через неделю абсолютно точно могут быть другими. На это не ориентируйтесь, но цены в долларах останутся примерно такими же. Так, ну а у нас начинается пенная вечеринка при отеле прямо на пляже. Все, уже устанавливают там установку. Сейчас в 3 часа должна начаться пенная вечеринка. Все стянулись из отеля прямо сюда, в сторону пляжа. Все лежаки прям полностью заняты, даже не прилечь. Сейчас начнется уже пенная вечеринка. Короче, ждем и начинаем. Все сюда, пожалуйста. Давай, стоите. Главная звезда танцпола, так. Все, давай, уже собираемся. Ждем, собираем танцпол. Сейчас весь пляж будет на нашей дискотеке. Давай. Подойдите сюда. Подойдите.
Ну, стоит сказать, что только в Аздам парке устраивают такие пенные вечеринки, где-то дискотеки. Во всех других отелях вообще тишина, спокойствие. И именно здесь движуха, тусовки, пенные вечеринки, шум, гам. Ну, короче, вы понимаете уровень вот отеля. За это его и выбирают. Если вы семейная пара с детьми, вообще не рассматривайте этот отель. Я разговаривал с соседями, которые вот живут там, типа приехали. Мы хотели тихий, спокойный отдых. Какой тихий, спокойный отдых в Аздаме? Сюда едут именно за тусовкой, за движухой, молодежь и так далее. Собственно, вот для такого контингента этот отель. Больше нигде я не видел, чтобы пенная вечеринка была на пляже в Кемере. Вот, поэтому отель движушный, тусовочный. Опять же, все собираются, все танцуют. Так, как движуха, как пенная вечеринка, девчонки. Так, супер. Наладилась жизнь, да? Пошла жизнь. Начали танцевать. Все, огонь. Итак, друзья, у нас там начинается ужин. Сейчас посмотрим, как кормят в Аздам парке на ужин. Слушайте, ну опять же, блюд достаточно много. Здесь голодными вы точно не останетесь. Но лучше сюда, конечно, приходить в самом начале. Все разбирают быстро. Опять же, шашлычки жарят. Там вот шашлычки сейчас будут. А, по-моему, сейчас их даже на выдаче нет, на раздаче. Есть зато рыба. Шашлычки, кстати, вкусные. Но, ребята, чтобы понимали, все самое вкусное разбирают прям с самого начала. А с самого начала ты просто даже и не зайдешь присесть. Так, здесь у нас курица всякая, там в карри что-то такое. Здесь тушеные овощи. Там тоже тушеная курица с чем-то, с какими-то овощами. И плюс я вам говорю, что жарят сейчас шашлыки. Вот шашлычки прям прикольные. И говядина была, кстати, вчера тоже прикольные, всякие такие отбивные готовили. Но нужно успеть прийти, все это схватить, потому что потом это все заканчивается, разбирают, сейчас вот новую партию они готовят. Вот, ну, в принципе, ничего особо-то не меняется. Вот тоже сладости, уголок со сладостями остается, вон сладости всякие, пахлава, тортики и прочее, всякие овощи, всякие соленья, всякие салаты. Плюс там различная зелень, всякие помидоры, огурцы. Это вот стандартный набор. В общем, ждем, когда приготовятся шашлычки. Я себе тоже их ухвачу. Это самое вкусное, что здесь, наверное, есть. И вчера были прикольные какие-то там то ли бараньи какие-то отбивные, то ли говяжьи какие-то отбивные. Вон там готовятся, они прям на стойке, их, видимо, уже разобрали. Ну и рыба. Вот, ну рыба, кстати, суховатая. Из фруктов здесь всякие абрикосы или персики, я все время путаю, как они называются. Арбузы, кстати, на обед почему-то в основном зале нету арбузов, но арбузы есть на других точках. Дыни еще здесь есть. Ну и опять же, вон они все. Сладкий уголок, всякие тортики, пахлава, чучхела, там все вот это все турецкие супер-мега сладкие сладости. Я к этому не притрагиваюсь, потому что это очень опасно, потому что это очень сладко. Кстати, опять же, относительно организации места, где можно присесть. Вот здесь, пожалуйста, столики поставь, сиди. Вдоль всего бассейна красивая какая-нибудь была бы локация для того, чтобы есть еду. Опять же, вспоминаем там Кемер Дрим. Там вдоль бассейнов красиво столики выставляют, все высаживаешься. Здесь, блин, сиди в этих загончиках, опять же, ищи себе место, где присесть, и фиг присядешь. Вот, ну, очень странно с точки зрения расстановки столов там и прочего. Вот, куча, здесь десятки столов просто можно вдоль всего бассейна расставить. Люди бы сидели бы и с красивым видом ели. Нет, не делают так, к сожалению, так нельзя. Да, за шашлыками здесь, конечно, пипец очередь. Вообще, даже не успевает выкладывать никуда, все расхватывает просто, чтобы понимали, на какой ажиотаж насчет шашлыков. Я стою и жду здесь полчаса, а их люди, оказывается, вот так вот подходят, забирают. Так, вот надо вот так вот подходить здесь, просто просить, чтобы тебе положили. Главное, чтобы не сырое было. Окей, спасибо. Так, ну, собственно, мой набор выглядит таким образом. Наконец, шашлычки я получил. Полчаса стоял и ждал, оказывается, их надо прямо с пылу с жару получать. И здесь вон лучок, зеленушка и так далее. Ну, и здесь вон цветная капуста и курочка тоже в скаре. Вот, ну, что хочется сказать, что, конечно, блин, самое вкусное, самое сочное забирают в самом начале. Говорят, анчоусы были в начале, что-то еще там было в начале. Я пришел в середине специально, в середине.
ужин длится с 7 до 9, я пришел в 8, специально показать вам, что как вот выглядит. Вот люди все разбирают, нужно, опять же, в очереди стоять, я не люблю это дело, я показываю вам реально, как большинство из вас, наверное, придет в середине ужина, вот что вы получите. Вот такой вот получается ужин, там в очереди толкаться, локтями расталкиваться, когда места здесь не будет, нафиг это надо. Вот, поэтому я показываю вам реальную картину, как это выглядит в середине ужина. Вот, в целом шашлычки очень вкусные. Я вчера ел, огонь. Шашлыки прям мощные. Бомбиссимо. Но расхватывают просто на ура. Там надо стоять прям в очереди, чтобы успеть ухватить. Так, ребят, давайте послушаем не только мое мнение о еде же, да, или об отеле? В целом об отеле. В целом об отеле Азден Парк. Вот девчонки хотят поделиться своим впечатлением. Хочу сказать так, к еде у меня вообще никаких претензий. Я жру как скотина. Так, без мата, пожалуйста. Только не было еще. В общем, у нас конкретная претензия была в плане номеров. То есть мы заселились в час ночи, номера были не готовы, нас отправили в другой family номер. Но номер пыльный, грязный, Там старый, тонна неприятный пыли запахи. за телевизором, просто обратите внимание. Так. И есть еще момент того, что сам отель уже не молодой, его нужно, бывает, хоть где-то какой-то косметический ремонт делать. У нас, допустим, дверь входная, ручка отвалилась, нам ее так и не починили. Ну, специалист по рукоделию... Сама закрутила там. Так, У нас специалист выпал- по дверным ручкам, так, У есть. нас выпал да. шуруп, просто ручка отвалилась, я ее закрутила обратно, стала более-менее работать. У нас не было элементарной сушилки, где сушить вещи. Нам дали бечевку, которую мы на балконе сами привязали, и на ней сушим свои вещи. Так, ладно, давайте конструктивно, какие-то еще минусы вообще есть. То, что там турков много, цепляются, пристают, там пляж плохой, там что? Пляж хороший, но мало лежаков. При таком густом населении. Заходишь кушать, столов не хватает, там, Это да. например, там, ну, что-то, вот такие минусы какие-то. Не ручка отвалилась, но это у вас это- частный случай. Это частный случай. Не у всех же отваливаются ручки в номерах. Ну, не знаю. Да, ну и главный минус в плане еды, то, что ты должен уйти в 9 часов из-за ужина. То есть у нас ужин длится с 7 до 9, и нужно уйти в 9 часов. Не то, что типа кухня закрывается в 9 часов, там, еду нельзя брать в 9 часов. В 9 часов ты должен вот встать и уйти отсюда. Они все гасят свет, выгоняют, и нельзя даже сидеть. Вот, чтобы вы понимали, я такое впервые вообще вижу. Обычно, типа, ну, ужин с 7 до 9, все, в 9 часов кухня там закрывается, еду накладывать нельзя. О, все, погасили, чтобы вы поняли. Все, уже выходи, типа, уходи, а в 9, это без 5-9. Без 5-9 уже потушили свет, а в 9 часов скажут, типа, уходи. Уходи, типа, даже сидеть нельзя. Вот такие правила в этом отеле. Пипец, конечно. Я такое впервые вижу. И это 4 звезды. И такого даже в трешках я не видел. Типа выгоняют уже. Так, ну а у нас начинается уже вечерняя программа. Наверху, вон там проходит дискотека. Поскольку там громко, шумно, я, разумеется, там записывать не могу. Там прям дискотека. Фишка, наверное, все-таки Азден Парка. Это как раз то, что есть дискотека, тусовки. Собственная дискотека, которая, даст фору, возможно, каким-то клубам и так далее. В других отелях я вот таких дискотек все-таки не видел. Там и русская музыка, и турецкая. Ну, короче, весело. Вот, все, сейчас поднимаемся на самый верх и покажу, как там проходит вечерняя жизнь. Сейчас включим музыку, вот такая вечерняя атмосфера, все подсвечивается, бассейн подсвечивается. Ну, а мы с вами погнали на самый верх, туда.
Итак, друзья, ну а сейчас мы с вами пойдем в клубы. Главные 3 клуба, которые находятся в Кемере, это Аура, Инферно и Кристалл. Туда дальше. В общем, зайдем сейчас во все 3 клуба. Благо, что от Аздам парка вход бесплатный. Если вы сюда придете самостоятельно, без прохода, будет стоить вход $15-20. Вот. У нас с вами вход в один день был, в один вечер в Инферно. Сегодня мы идем вот еще и в Ауру. Короче, куча разных клубов. В общем, здесь такая движуха, тусовка. Но скажу так, что, конечно, это, наверное, в Кемере самые ужасные клубы вообще в мире. Это чисто съем наших девчонок турками. Просто отвратительнейшие клубы. Пропускаем здесь автобусы, завозят сюда, соответственно, наших девчонок всех вот на таких автобусах. Автобус уехал, проехал, из-за всех отелей сюда свозят, и внутри происходит съем. Все, мы с вами идем смотреть, как это все внутри выглядит. Идем. Вообще, прикиньте, даже не пускают в клуб. Это вы прикиньте, меня сейчас в этот клуб, в Ауру, днищенский клуб, не пустили даже из-за того, что я пришел в шлепках, которые дороже, чем его ботинки стоят, в скетчерсах. Охренеть. Короче, чтобы понимали, как выглядит, собственно. Понимаешь, тебе никаких клуб не пустят больше. Хорошо, мне не надо. Джек Воробей, ты классный. Ты классный. Ты вообще. Да. Как не надо в клуб идти. Я вчера же ходил, там проблем не было. Блин. Ладно, не пойдем. Ты классный. Атмосфера огонь. Все хорошо. Все огонь. Это Джек Воробей вообще. Лучший аниматор вообще, да. От души тебе. Спасибо. Все, спасибо. Вот так вот, видите, не пустили меня в клуб. Я не сильно расстроен, я там 100 раз был. Не мой любимый клуб, что в Ауре самая худшая атмосфера из всех клубов. Все говорят, Инферно, Кристалл более-менее нормальная. Аура это просто чисто съем. Поэтому я не сильно расстроился, что меня туда не пустили. Поэтому пойдемте посмотрим, как выглядит ночная атмосфера в клубе Инферно. Опять же, вход во все них $15-20, если вы не от отеля сюда заходите. Да, ну, ребят, ну что, пишите в комментариях, как вам такая атмосфера в клубе. Ну, скажу, что вот реально в Инферно еще куда не шло. В Ауре это жесть чисто подъем наших девчонок за тумбочками стоять. Это просто даже отдельная речь, ну, просто пипец. Клуб, вот Аура самый худший клуб в мире, наверное. Не то, что в Турции, а в мире. Поэтому пишите в комментариях, как вам такая атмосфера. Да, сходить можно один разик бесплатно, чтобы вы понимали цены.
на пиво. Пиво стоит от $11, коктейли стоят от $20. И за это еще нужно вот платить кому-то за вход. То есть я когда туда заходил, вход нужно платить. Если ты ничего там не покупаешь, то тебе там к туалету прям отставляют. Ну, атмосфера мега неприятная, мега ужасная, конечно, во всех этих клубах. Вот. Ну, а вот клубы это основные 3 штуки. И еще плюс Никс есть клуб. Вот, но он в другой совсем стороне. Так что вот такая вот она ночная жизнь в Кемере. 3 клуба, плюс вокруг них еще такие мини-мини какие-то заведения, в которых можно посидеть. Вот. Ну, атмосфера на любителя, мягко говоря, скажем. Вот. Пишите в комментариях, кто здесь был, как вам такая атмосфера. Самый, наверное, приятный, наверное, Инферно. Вот, Инферно. Кому-то нравится Кристалл, но в Кристалл я уже давно, кстати, не был. Может быть, в этом сезоне еще получится попасть. Кристалл, может быть, тоже не еще. Так, друзья, ну а сейчас давайте покажу быстренько, как проходят завтраки. Завтраки здесь, ну, как всегда, в любом отеле на минималках. Самое такое минимальное, что отель предлагает, это завтраки. Средненькое – это обед. И максимум – это, разумеется, ужин. Поэтому мы сходим с вами и на завтрак, обед и ужин. Я, в принципе, пришел уже ближе к закрытию, сейчас уже заканчивается там все, но хотя бы примерно понимать, какой формат, что, еще жарят он яичница, так что не, еще не закрывается, вон, всякая яичница, всякие булочки здесь, опять же, формат сидишь вон здесь, всякие тоже булочки, всякие сыры, нарезки, с той стороны там колбасы, тоже он сыры различные, и чечил там какой-то, и такой сыр, и фета там, и еще что-то. Каша, походу, геркулесовая, нифига себе. Так, колбаса вот такая нарезанная, сосиски, яйца. Так, что? Вот, кстати, минус в том, что нету каких-то там фруктов на завтраках, нету ни арбуза, ни дыни, там, ничего вообще. Из фруктов не выкладывают почему-то. Только на ужине появляется арбуз. Либо, собственно, там вот, где снеки будут, там будут выкладывать попозже чуть-чуть фрукты. Вот, ну и всякие зеленушка вот такая. Так что вот такой формат завтрака. Они из фруктов, смотрите, дыня здесь есть, всякие какие-то вафли, это не фрукты. Так, а вон всякие шарики, тоже с молоком попить можно. Так, ну и завтрак, собственно, проходит там где-то на терраске, когда-то внутри, обеды в другой зоне проходят. Так, я вот здесь присел, собственно, мой завтрак выглядит вот таким образом, что здесь яичница, сосиски, сырок, помидорки и кофеек. Кстати, воду в номер не приносят, нужно самому приходить здесь набирать. Но здесь она холодная, а на барных стойках возле бассейна она теплая. Поэтому все приходят на завтраки с своими бутылками и набирают себе воду. Это не бутилированная вода, это из-под кулера я набрал себе водичку. Все, всем приятного аппетита. Вот, буду сейчас это все уплетать. Ребят, смотрите, какой здесь попугайчик тусит. Он уже сожрал весь стаканчик. Я ему думал, винишко дам, а он вон что делает, смотрите. Так, ну ты... Он просто его грызет. И он не на привязи, смотрите, просто ест стакан. Да хорош тебе стакан грызть. Ну, я думал, ты попить хочешь, а ты нет. Вон, пей, давай. Давай. Че творишь, блин? Хорош. Фу, бяка. Кеша. Кеша. Сейчас еще укусит. Оп! Кеша, ну ты даешь, блин, конечно. Так ты камеру, главное, кстати, не клюнь. Ему нравится почему-то стакан грызть. На, пей. Я думал, ты водички хочешь попить, а ты не хочешь пить даже. Весь стакан разорвал. Смотрите, что делает. Все, Кеша, успокойся. Кеша. Все. Давай. Успокойся. Только не лететь. Нельзя летать. Сиди на месте. Ребят, вспомните, я вам в 11 часов показывал, как выглядит пляж, а сейчас вот, собственно, 5 часов. Там вот тетеньки тогда говорили, что ты приди в 5 часов на пляж. Вот я пришел в 5 часов на пляж. Ну, людей, конечно, гораздо больше, но в любом случае, смотрите, есть куда положить полотенчики,
половина пустого пляжа. Не, слушайте, все равно людей гораздо меньше, чем в прошлые сезоны. Да, разумеется, к 5 часам больше приходит людей, и солнце не так жарит, и с экскурсии все возвращаются, и обеда, разумеется, еще нет. Ну вот, поэтому сейчас мы залезем с вами в воду через понтончик здесь, чтобы ноги себе не ломать. Вот, ну, просто хочу показать и убедиться, сколько людей сейчас на пляже. Ну, разумеется, больше, чем в 11-12 часов. Здесь в 11-12 часов было в раза в 2-3 меньше людей. Ну, так что сейчас сюда вот зайдем по понтончику, по такому. Это уже не приотельный, это уже общественный понтон. Здесь может кто угодно спускаться. Заходишь и купаешься. Людей, конечно, больше гораздо. Ну, все равно, блин, не Анапа, кто там что бы ни говорил, что в Кемере куча, полным-полно места, где можно прилечь там, ложишься здесь. Ну, людей в воде, да, но это всегда так было. Всегда, когда ближе к 5-6, людей становится больше. Потому что, еще раз, все там с экскурсией приехали. Ну, пойдемте зайдем. Здесь гораздо удобнее и комфортнее. Вот странно, что в отеле, при отеле нет вот такого спуска. Берешь, идешь, здесь ничего не больно. Отлично. Заходишь. Опа. И шикардос. Слушайте, ну, вам лайфхак, конечно, приходите в 11-12 часов. Людей гораздо меньше, гораздо спокойнее ты плаваешь. Просто покручу вам камерой. Вокруг, конечно, людей гораздо больше, чем в 11 часов было. Я плавал практически один. В этом и фишка. В том, что я в 11-12 прихожу. 11-12, час, 2 часа, наверное, меньше всего людей. Ну, потому что все там обедают, там чилит после обеда, кто-то солнца боится и так далее. Вот, а в 5 часов уже он, пожалуйста, лягушатник. Все боятся солнца. Все боятся, а вот не надо бояться, надо приходить в 12 и вообще никого нет. В 5 утра! В 5 утра! Все в 5 утра только из ауры, из клубов возвращаются. Вы что? Мы только в 5 из клуба возвращаемся. Понятно. А в 5 утра что здесь? Вообще пусто, да? Никого нету, наверное? Были. Есть люди? Кто с ночи, кто пришел на сессию, на фотосессию. Еще один лайфхак есть. Берете, уплываете чуть дальше от берега и плаваете вообще в одиночестве практически. Сколько я вам лайфхаков сегодня за выпуск раздал. Это просто капец. Берете, отплываете подальше, и людей уже становится гораздо меньше. Но, кстати, солнце уже начинает засвечивать кадры. Я поэтому и не люблю вечер еще. Потому что днем вы вспомните, какая красота. Ты туда снимаешь, там красивые горы, а сейчас все, там уже солнышко, оно уже засвечивает горы. Горы уже такой, в какой-то дымке в такой определенной. Вот, поэтому я люблю все-таки купаться, когда солнце в зените. Да, оно опасное, там как бы сгореть легко. Ну, мне что не привыкать, я, извините меня, там после Мальдив, после Таиландов, после Вьетнамов, после Азии, вот, у меня уже кожа привыкла. Так, разумеется, если вы только приедете в Турцию, попретесь сразу в 12 часов на пляж, вы, наверное, сразу сгорите. Вот, ну и плюс виды. Виды в 12 часов дня в любой стране самые красивые. Когда солнце в зените, самый красивый цвет воды. Да, друзья, ну что ж, пишите в комментариях, как вам первый выпуск про Турцию, как вам первый выпуск про Кемер, как выпуск про самый развратный и самый тусовочный отель в Турции, как минимум в Кемере. Вот, на самом деле, наверное, для молодежи веселый, хороший отель, но вот не понимаю людей, которые сюда приезжают там с семьями, с детьми, пенсионеры и прочее, вообще гораздо лучше. Есть варианты, я на канале показывал много других отелей, в которые гораздо лучше заехать семейным людям, чем сюда. Да, для молодежи, для студентов, оторваться, повеселиться, для тех, кто едет снять турков, там вот это сейчас шикарный, наверное, отель. Вот, опять же, не у всех такие цели, поэтому лучше рассмотреть какой-то, мне кажется, другой отель. Я много показывал отелей в Кемере, которые более интересные и достойные. Вот, но вы пишите в комментариях, как вам все-таки выпуск, как экскурсии, как отель. Не забывайте поддерживать выпуск пальчиком вверх, не забывайте писать комментарии, не забывайте подписаться, если еще не подписаны. Не забывайте поддерживать донатами через QR-код. Здесь можно поддержать канал, вот по ссылочкам в описании. Большое спасибо всем, кто поддерживает, потому что путешествие
капец какие дорогие, капец какая дорогая Турция, проживание, перелеты, еда, экскурсии, все это стоит больших денег. Поэтому спасибо, кто понимает, спасибо, кто поддерживает, спасибо, кто поддерживает на стримах. Каждую субботу на стримы. Не забывайте заходить по вечерам в субботу на стримы. В реальном времени делюсь впечатлениями. Вот. Ну а мы с вами увидимся в следующей серии в новом отеле. Впереди у нас и Каппадокия, впереди у нас и Стамбул, впереди новые другие отели. Вот как раз сравним, что лучше, этот отель или за такую же цену другой отель в другом районе. Вот, поэтому будет много интересного. Так что подписочка и увидимся в следующем выпуске. Всем чао, всем пока. Было путешествие.